В Малайзии живет более 32 миллионов человек, треть из которых являются футбольными болельщиками. Это одна из самых высоких пропорций в мире, и вне всяких сомнений, футбол – это спорт номер один в стране. Малазийские миллиардеры владеют английскими футбольными клубами, а местная лига одна из самых посещаемых в Азии. Однако, несмотря на такой потенциал, сборная Малайзии никогда не добивалась успехов на международной арене и никогда не принимала участие в чемпионатах мира. Но сейчас у них есть реальный шанс поехать в Катар в 2022 году. Это просто невероятно. Футбол здесь настоящая культура. Команда может проиграть 1, 2 или 3 матча, но фанаты все равно будут ее поддерживать. На домашние матчи собирается полный стадион, а это 32 тысячи человек. Можешь себе представить, как люди здесь относятся к футболу? Большинство людей, живущих в России, Беларуси, Казахстане, Украине, вряд ли представляют, что такое малайзийский футбол. А некоторые не знают, где вообще находится эта страна. В эти полчаса я расскажу о том, как люди здесь поддерживают свою сборную и как живут самой популярной игрой на планете. До 1963 года у Малайзии не было национальной сборной вообще. После ее создания в течение 7-8 лет она не добивалась каких-то успехов. А в 1972 году, неожиданно для многих, прошла отбор на Олимпийские игры в Мюнхене, где им даже удалось одержать одну победу над сборной США. Уже в 1974 году Малайзия выиграла бронзовую медаль на Азиатских играх, победив в матче за третье место Северную Корею. Затем дважды пробилась на Кубок Азии, а в 1980 году получила право поехать на летние Олимпийские игры в Москву. Успехи национальной сборной были замечены людьми из правительства, и это стало началом темного периода, потому что многие увидели в футболе способ решать политические задачи, а кто-то просто хотел заработать легких денег. В 80-е и 90-е годы футбол в Малайзии начал ассоциироваться с коррупцией. Конечно, о каких-то спортивных результатах речи уже не шло. Сборная тогда была очень молода. Играли в основном парни 18, 19, 20 лет. Максимальный возраст — это 21 год. В 70-е здесь вообще никто не представлял, что такое футбол на международном уровне. Но было желание и страсть. За счет этого мы достигали успехов. До 80-х, как ты знаешь, наша сборная была реально сильна. Нас называли «Тигры Азии». Мы обыгрывали Южную Корею, Японию и другие команды. Но потом наступило темное время. В футбол пришли договорные матчи. Это разрушило всю систему. У футбольной ассоциации Малайзии не было никаких идей, как с этим бороться. Перестали появляться молодые талантливые игроки. Все остановилось. Те же Корея и Япония продолжали развиваться и ушли вперед. А мы остались позади на целых 20 лет. К 2009 году Малайзия избавилась от грязных денег в футболе и добилась первого успеха спустя много лет, победив на играх Юго-Восточной Азии. Конечно, это локальный успех, но он дал толчок и футболу, и всему, что происходит вокруг него. Совсем недавно Малайзия приняла 50-летний план по развитию футбола. Идея в том, чтобы капитализация местной лиги росла с каждым годом и чтобы сюда постепенно перебирались сильные игроки. Это также позитивно скажется на национальной сборной. Сейчас футбольная федерация Малайзии на правильном пути. Все мы, фанаты сборной, считаем, что пришло время расти. Именно это сейчас и происходит. За последние 10 лет произошло много позитивных изменений. Федерация приняла 50-летний план, согласно которому мы должны попасть на чемпионат мира, выиграть Кубок Азии, вырастить несколько мировых футбольных звезд. Это вполне реально.
Кстати, сейчас Малайзия идет на втором месте в своей отборочной группе к чемпионату мира в Катаре, и у нее есть реальные шансы впервые попасть на турнир. Уже само участие станет для страны историческим событием. Слушай, кто-то может сказать, что Малайзия, постоянно играющая на чемпионате мира, это какая-то фигня. В это сложно поверить. Но я не считаю, что это нереально. Это вполне реально. Сейчас в нашей группе сильные соперники. Таиланд, Вьетнам, Арабские Эмираты. Но у меня нет никаких сомнений, что парни покажут свой лучший футбол и будут умирать на поле. С таким отношением нам ничто не помешает попасть на чемпионат мира в 2022 году. А пока весь мир ждет возобновления квалификационных игр, уже сейчас ты можешь поставить на победителя чемпионата мира 2022 года, используя мобильное приложение Марафон Бет. Пока еще можно поймать хорошие коэффициенты. Например, 7 на Бразилию, Францию или Германию. А касаемо малазийцев, одно могу сказать. Мотивация у них запредельная, и они будут биться до конца. Лично я буду ставить на их победу в последних 3 матчах квалификации. Вместе с подъемом национальной сборной на футбол обратили внимание малазийские миллиардеры. Только вкладывать они стали не в своей стране, а сразу в Англии. Это стало хорошей возможностью для игроков из Малайзии проявить себя в одной из лучших лиг мира. Первопроходцем в английский чемпионат стал Винсент Тан, который выкупил Кардифф Сити за 6 миллионов фунтов стерлингов в 2010 году, вместе с его огромным долгом 140 миллионов. Фанаты всегда скептически относятся к смене владельца, но Винсент Тан затмил всех предыдущих, когда в первом же сезоне ультимативно поменял цвета клуба с синего на красный. Это вызвало бурю негодования среди фанатов, но сделать они ничего не могли. В такой атмосфере Кардифф Сити еще некоторое время балансировал на грани вылета в премьер-лиге, а в 2014 году улетел в чемпионшип и больше оттуда не возвращался. Но несмотря на весь негатив, который выливается на Винсента Тана, ему удалось сократить огромный долг клуба вдвое, а к 2021 году он обещает полностью погасить все обязательства команды. Поэтому вполне возможно, что в ближайшие 2-3 года перед Кардиффом будет стоять задача возвращения в элитный дивизион. Вторым малайзийским магнатом в английском футболе стал владелец крупнейшей азиатской авиакомпании Air Asia Тони Фернандес, который купил один из старейших клубов Англии – лондонский Queen's Park Rangers. В 2011 году за 35 миллионов фунтов Фернандес получил полный контроль над командой. Не имея управленческого опыта в футболе, он всеми силами пытался оставить Queen's Park Rangers в премьер-лиге, но не выдержал натиска со стороны не менее влиятельных владельцев других футбольных клубов, и через год после Кардиффа Queen's Park Rangers отправился в чемпионшип. Конечно, успех не может прийти через 3-4 года. Необходимо провести большую работу по оптимизации зарплат, сокращению долгов и многим другим статьям. Но то, что малазийские деньги уже есть в английском футболе, говорит о многом. Вполне возможно, очень скоро мы будем следить за Queen's Park Rangers и Кардифф Сити, как следили за Лестером в его чемпионский сезон. That's not right. Лично я считаю, что это неправильно. Если ты родился здесь, заработал свои деньги здесь, то ты должен поддерживать местный футбол. Только так малазийский футбол будет расти. Thank you very much. That's it. All right. Давайте вернемся к тому, что происходит в самой Малайзии. За последние 10 лет здесь появилась не только боеспособная национальная сборная, но и соответствующая инфраструктура. Национальный комплекс KL Sport City в Куала-Лумпуре является крупнейшим спортивным и развлекательным центром Малайзии, на территории которого расположено несколько стадионов, парков, теннисных кортов и других площадок для различных видов спорта. Самым большим объектом в этом комплексе является национальный стадион Букит Джалил, домашняя арена сборной Малайзии. С вместимостью 88 тысяч человек он входит в десятку крупнейших стадионов мира. В рамках своих азиатских туров здесь играли Манчестер Юнайтед, Ливерпуль, Арсенал и Челси. В 2018 году на Всемирном конгрессе стадионов в Амстердаме Букит Джалил был назван стадионом года, опередив парижский Стад де Франс. На протяжении 37 лет с 1970 по 2007 годы компания Adidas была техническим спонсором сборной Малайзии. Но как это часто бывает при здоровой конкуренции, все решает стоимость контракта. Nike предложила больше и вот уже 13 лет производит форму для сборной, очень часто с ней экспериментируя. В ноябре 2010 года компания Nike Малайзия создала новый футбольный комплект, специально для Кубка Юго-Восточной Азии, который стал триумфальным. Nike использовал малайзийский флаг в качестве логотипа на груди, вместо того, чтобы поместить логотип футбольной ассоциации Малайзии.
А на обратной стороне была цитата из гимна страны «Танах Тумпания Дараку», земля, за которую я пролил свою кровь. В подобной форме сборная выступала в свои лучшие времена в 70-х годах. Вместе с подъемом сборной развивалась и фанатская культура, которая абсолютно не похожа на то, что есть в европейских странах. Нигде в мире не встретишь более преданных болельщиков, нежели в Юго-Восточной Азии. Чтобы попасть на выезд своей команды, они продают личные вещи, собственную бытовую технику, машины, мотоциклы и многое другое. И все это для того, чтобы поддержать сборную в другой стране. Если в европейских странах фанатская культура развивалась на протяжении десятилетий, то еще 15 лет назад в Малайзии не было ничего. Только несколько интернет-форумов, где 30-40 человек обменивались информацией, смотрели в сторону Германии, Италии, Англии и мечтали, что однажды создадут полноценную группу, которая будет поддерживать национальную сборную на домашних и выездных играх. Так и появилась Ультрас Малая. На волне успеха сборной фанатское движение развивалось стремительными темпами по всей стране. Это дало приток новых членов. Поддержка команды начала носить организованный характер. А после победы в AFK Судзуки Cup в 2010 году Ультрас Малая насчитывала уже 5000 человек. Неплохой скачок за 3 года. Прошедшие десятилетия сборная Малайзии быстро прогрессировала, и как следствие количество членов Ультрас Малая выросло уже до 10 тысяч. В этом году Ультрас Малая исполнится уже 15 лет. Я состою в группе с самого основания. Что ты делаешь в Ультрас Малая? Я имею в виду, какая у тебя функция? Я являюсь лидером Ультрас Малая. Руковожу всеми процессами, которые происходят внутри. Это касается организации и поддержки сборной Малайзии. Это пиар-часть, все, что касается социальных сетей, производства и продажи одежды, у нас своя линия. Коммуникация с ультрас-группами отдельных штатов — это большая работа на самом деле. Смотри, что такое Ультрас Малая. Страна состоит из 13 штатов. Пинанг, Кидах, Джохор, Куала-Лумпур, Силангор и другие. В каждом штате есть свой клуб и своя ультрас-группа, которая его поддерживает. Но когда играет сборная Малайзии, никаких клубных предпочтений не существует. Мы становимся едины. Ультрас-группы всех штатов объединяются в Ультрас Малая. Если говорить о количестве, то да, у нас сейчас примерно 10 тысяч активных членов. Сейчас Ультрас Малая — это реальная сила с филиалами по всей стране. Ее лидеры находятся в постоянном диалоге с Федерацией футбола, к их мнению прислушиваются и многие просьбы выполняются. Они поднимают действительно нужные вопросы, такие как важность позиции в рейтинге FIFA, постановка целей для сборной перед началом каждого сезона или система продажи билетов для болельщиков. После того, как мы без шансов проиграли Арабским Эмиратам со счетом 0-10, члены Ультрас Малая были в ярости. Мы устроили разнос руководству футбольной федерации Малайзии прямо там, на трибуне. Был серьезный конфликт. Несколько человек арестовали, но это было необходимо, чтобы они открыли глаза и наконец-то поняли, что футбол в стране скатывается в пропасть. Именно это дало толчок. Федерации начали разрабатывать план по выходу из кризиса. Я это к чему? По сей день мы находимся в плотном контакте с Федерацией. Они прислушиваются к мнению Ультрас Малая, потому что все хотят только одного, чтобы сборная становилась сильнее. Футбол как игра, переполненная страстью, часто ассоциируется с ненавистью. Речь об историческом и принципиальном соперничестве Малайзии и Индонезии. Ультрас Малая как часть большой игры, конечно, не может остаться в стороне от этого. Именно на последнее десятилетие приходятся все крупные беспорядки, которые случались на матчах этих сборных. And an Asian Cup qualifier as well. The old rivals, Malaysia, taking on Indonesia. The strains of the AFC FAM Respect banners make their way out, followed by the Iranian match officials as they lead us on to the biggest derby in the world this week. It is Malaysia, the Harimau Malaya versus Indonesia.
This one is Когда мы играем против Индонезии, стадион забивается полностью. Если играем в Куала-Лумпур, то это почти 100 тысяч человек на трибунах. Игры с Индонезией — это безумие. Приезжай как-нибудь сам посмотреть. Проиграть Индонезии для нас это как проиграть в финале Кубка мира. По эмоциям можно сравнить именно с этим. По ажиотажу вокруг матча это как Реал Мадрид против Барселоны. Все только об этом и говорят. dalam keadaan yang berbeza dan Thomas ingat bola tidak keluar, tetapi kita dapat lihat Sampawi mengambil peluang ini melepaskan rempasan padu kaki kiri. Bahaya, Tahir naik ke atas, bola ke depan, tidak offside, pasukan Indonesia ada hadapan penalti kepada mereka. Just reading it really well. I don't think it was a bad penalty. Could have been better. But it was all down to Marisa. because of the Такое отношение к матчам против Индонезии — это совсем не про спорт. Причина глубже. Она лежит в области политики и истории. Почему две эти нации, которые культурно и исторически переплетены между собой, начинают ненавидеть друг друга, когда речь заходит о футболе? Потому что футбол и политика — это две неразрывно связанные вещи. И для того, чтобы это понять, нужно погрузиться в историю, в середину 20 века. С 1962 по 1966 годы Индонезия и Малайзия вели необъявленную войну, в которой также участвовали войска Австралии, Новой Зеландии и Британии. Причиной конфликта стало то, что президент Индонезии Сукарно, поддерживаемый Советским Союзом и Китаем, полагал, что Федерация Малайзия представляла собой попытку Британии сохранить свою колониальную власть. Скрытое противостояние, которое вылилось в открытую конфронтацию, стало очевидно в 1962 году, когда небольшая индонезийская вооруженная повстанческая группировка попыталась захватить власть в независимом анклаве Бруней. Развернулась подготовка к полномасштабной войне с Малайзией, но ресурсы противоборствующих сторон были несравнимы. Подготовка к войне поглощала 80% бюджета Индонезии. Британское же содружество задействовало лишь малую часть своих сил. Конфликт окончился в результате переговоров. В августе 1966 года в Бангкоке стороны подписали между собой мирный договор. Но это было официальной позицией двух правительств, а не мнением жителей этих стран. Поэтому накал страстей не спал. И футбол стал одной из немногих форм, когда индонезийцы и малайзийцы могут выразить весь свой гнев по отношению к друг другу. Откровенно говоря, уровень малайзийских футболистов всегда был невысоким. Во многом из-за этого сборная не добивалась каких-то внушительных успехов даже на азиатском континенте. Поэтому футбольная федерация Малайзии всерьез задумалась о натурализации иностранцев, которые имеют малайзийские корни. По их мнению, это должно было существенно усилить национальную сборную. После этой новости фанаты по всей стране решили запустить флешмоб по поиску подходящих кандидатур. Благодаря компьютерной игре-симулятору Football Manager некоторые активисты в социальных сетях определили игроков смешанного происхождения и даже связались с ними, чтобы узнать, заинтересованы ли они в игре за сборную Малайзии. Таким образом, в Англии был найден футболист по имени Даррен Лок. Он родился в 1990 году в графстве Восточный Сассекс, играет на позиции нападающего. Его мать англичанка, а отец из Малайзии, поэтому Лок имел все шансы стать одним из натурализованных игроков. К
тому же на родине у него были призрачные шансы попасть в большой футбол. На протяжении 4 лет с 12 по 16 годы он выступал за Исборн Боро, команду, представляющую 6-й по силе дивизион Англии. Интереса у больших клубов Даррен Лок не вызывал, поэтому, когда на него вышли люди из Малайзии с предложением перейти в местный чемпионат, он долго не раздумывал. Собрал вещи и улетел в Куала-Лумпур, где начал новую жизнь. Когда я жил в Англии, то не мог посвящать себя полностью футболу, потому что моя зарплата в клубе не позволяла нормально на нее жить. Поэтому у меня была основная работа. В то время было очень суетливым. Я не мог концентрироваться на футболе, потому что нужно было зарабатывать деньги. И когда на меня вышли люди из Малайзии и предложили переехать сюда, то я подумал, почему нет? У меня появился первый профессиональный контракт и возможность полностью посвятить себя любимому делу. И все это в теплой стране, где круглый год лето. Ну кайф же, согласись. Его подписал лучший клуб страны Джохор, но карьера пока не складывается. Даже несмотря на то, что Лок получил малайзийский паспорт, перестал считаться легионером и уже вызывался в сборную страны, здесь он получил 2 тяжелые травмы, которые, к сожалению, пока не позволили проявить себя. Когда я присоединился к Джохору, то был поражен уровнем организации процесса. У клуба суперсовременная база, классные тренировочные поля, стабильное финансирование. Еще меня поразили фанаты Джохора. Вообще хочу сказать, что в Малайзии фанаты сильно отличаются от европейских. Здесь гораздо больше страсти. На трибунах творится настоящее безумие. На мой взгляд, если мы хотим достигать целей на короткой дистанции, то натурализация игроков, конечно, поможет. Это хорошее решение, но в долгосрочной перспективе это не будет работать. Нам нужны свои молодые таланты. Нам нужно думать в первую очередь об этом. Но вернемся к Ультрас Малая. Группа придерживается строгой иерархии. Видимо, отсюда и вытекает такая сплоченность. Вот как все устроено. Как и в Европе, главный человек — это капо, мотор всей трибуны. Именно он определяет, в какой момент и что именно будет происходить, будь то песни или старт перформанса. Около капы в первом ряду располагаются барабанщики. Они отвечают за ритм трибуны. По левую и правую сторону от них располагаются люди из подгруппы Ультрас Малая Курва Крю. Они отвечают за безопасность, а также следят за тем, чтобы каждый из присутствующих на трибуне стоял весь матч и поддерживал команду. В Ультрас Малая состоят очень разные люди. Я, например, архитектор. У кого-то свой бизнес. Кто-то доктор, кто-то юрист. У всех есть обычная работа. Ультрас Малая для нас это страсть. Это не бизнес, не благотворительность. Это то, что мы по-настоящему любим. Вообще Ультрас Малая — это исключительно про поддержку сборной. В отличие от Индонезии, здесь минимальное количество хулиганских действий на футбольных матчах. Это принципиально отличает две страны. Но нельзя сказать, что малазийцы — это безобидные парни для битья. Члены Ультрас Малая могут за себя постоять и способны на геройские поступки. Пару лет назад сборная Малайзии встречалась с Вьетнамом. К стадиону пытался подъехать микроавтобус, в котором находилась супруга главного тренера сборной Вьетнама и семья главы футбольной федерации Малайзии. Буквально в километре от арены они попали в небольшое дорожно-транспортное происшествие, поцарапав машину вьетнамских агрессивно настроенных фанатов. Из нее выбежало несколько человек с бутылками в попытке атаковать микроавтобус с женщинами и детьми. Рядом находилось несколько членов Ультрас Малая, которые встали на защиту микроавтобуса и отбивали наскоки вьетнамцев, пока не приехала полиция. Этот инцидент дает ясное представление о правилах и традициях группы. Они никогда не нападают первыми, но всегда могут постоять за себя и представителей своей нации. Это произошло в Ханое, на финальной игре. Был очень большой ажиотаж перед матчем. Очень много вьетнамских фанатов находилось возле стадиона без билета. Там была серьезная давка. А тут еще эта авария с микроавтобусом, которая происходит в эпицентре всего этого. Мы находились рядом и увидели, что происходит. Кто-то сказал, что в микроавтобусе женщины и дети, и мы сразу бросились на помощь, потому что вьетнамцы были настроены очень агрессивно. Мы взялись за руки, образовали такую живую стену, чтобы обеспечить безопасный выход из микроавтобуса. Таким образом, женщины и дети смогли покинуть автомобиль и уйти в подтрибунное помещение. 9 июля 2019 года Футбольная федерация Малайзии запустила проект под названием «Малайзийский футбольный ДНК». Идея в том, чтобы взять лучшие европейские практики и переложить их на футбольные академии по всей стране. Долгосрочная цель –
сделать Малайзию реальной силой, с которой будут считаться на международных соревнованиях. Зная настойчивость, с которой малайзийцы способны добиваться поставленных целей, лично у меня не возникает никаких сомнений, что через 5-10 лет сборная Малайзии станет постоянным участником крупных международных турниров. А мне лишь остается пожелать удачи и надеюсь увидеть малайзийцев в Катаре в 2022 году. Знаешь, я одно могу сказать. Нужно от всего сердца приносить максимальную пользу своей стране. Тогда все обязательно получится.